Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Будет сегодня интереснейшее видео по Эре 7. С нами сегодня топ-игрок, это Крипто Санта. Здорово! Привет, привет всем. В чем вообще смысл будет данного видеоролика? Санта имеет у нас 5 аккаунтов, все находятся в топе, он давно в проекте и может рассказать о своих заработках, сколько сейчас стоит вложить в проект, стоит ли вообще заходить в Эру, заработок в день. Как вы знаете, многим интересна эта тематика, плюс скоро будет киберспортивное мероприятие, где Санта еще будет дополнительно комментировать. Давай рассказывай. У тебя получается 5 аккаунтов, да, есть на Да, у текущий меня момент. 5 аккаунтов. Самый первый аккаунт я создал уже больше месяца. Сейчас я занимаю 12-ю строчку в турнире, ну, в рейтинговой табличке. Мгм. Все идет, ну так, своим чередом. То есть каждый раз я поднимаюсь все выше и выше. Примерно понимаю все хорошо, всю динамику игры, кто чем играет и все топовые колоды. Мгм. А, То есть смотри, ты сейчас как бы находишься в топ-12. Планируешь м, примерно там заходить в топ-10, да? Или ты метишь на первой вообще позиции? Планирую этот сезон закончить точно в топ-10. Мгм. Не знаю, как получится, просто на это расчет. Мгм. Смотри, ты, получается, заходил больше месяца назад, да? Да, да, с первого аккаунта у меня вышло больше месяца назад, другие я подключал уже постепенно. То есть ты видишь сейчас, получается, в Эре хорошие перспективы. Если... Теперь хорошие перспективы, сразу скажу, у меня 5 аккаунтов, но Мгм. только 2 аккаунта это мои, Мгм. которые я сам покупал все карты, это все и вся прибыль это только моя. 3 Мгм. аккаунта со мной сотрудничают гильдии. В Эре довольно, ну, много уже гильдий появились, Ну, это как которые школашип, да, гильдия, или что ты да, имеешь в да, виду? да. То есть, которые дают тебе аккаунт, ты с него играешь, и всю прибыль вы делите как бы 50 на 50, ну или какие условия вам там предложат. То есть тут получается как, ну, кто не знает, в Аксях была школа ошиб, ты просто даешь email, пароль, и, соответственно, игрок заходит и играет. Он ничего не может сделать на аккаунте, правильно же? И Да, NFT да, да. То продать, не есть заклеймить. Мгм. игрок вообще ничего не может сделать с картами, соответственно, могут тут обмануть только гильдии, но как бы гильдиями этим явно не будут Короче, заниматься. может обмануть владелец, по факту. Да, Но да, да, это да. стандартная история. Так, а давай сейчас вот смотри, вот, допустим, зайдет какой-то новый игрок. Есть ли вообще Мгм. смысл, да, ну, поскольку у тебя 5 аккаунтов, я так понимаю, смысл имеется, потому что разработчики, я так понимаю, будут как-то на киберспортивную основу еще входить, то есть сейчас турнир будет первый, и я так понимаю, это будет регулярная тема, да? Да, тут постоянная суть игры, тут постоянно идут соревнования, тут проводятся турниры. Это уже второй турнир, кстати. Первый был от гильдии АТТМ, которые мне потом, кстати, в дальнейшем предложили аккаунты, чтобы я на них играл. Мгм. Предложили также другим русским ребятам аккаунты. Ну, тем, кто хорошо выступил на турнире. Короче, топом почти, да, кто Да, да, входил. да. Так, Э, мгм. мгм. Давай, Да, да, наверное, говори. смотри, сейчас как бы затравку сделаем. Сколько сейчас, ты думаешь, вот хорошая колода, команда, да, как, не знаю, правильно сказать, стоит по бюджету? Вот, допустим, вот новый игрок захочет зайти, у него есть там какое-то понимание игр пошагового боя, карточные. Сколько вход будет стоить и сколько окупаемость? Давай в Ну, Marketplace, наверное, зайдем. да, сейчас откроем с вами Marketplace. Смотри, более-менее средненькая колода будет стоить в районе $300. Мгм. Это примерно А, какой это, рейтинг будет? Ну, это не, это естественно. примерно вы можете рассчитывать, ну, максимум, если вы будете хорошо играть, у вас будет понимание игры, это максимум вы можете пробиться в топ-200. Мгм. Ну или Ну, топ-500, здесь как бы уже все от вас зависит. мгм. За $300 вы уже можете собрать более-менее играбельную колоду. Но сразу говорю, на топ-100 это уже вам не стоит надеяться за такую сумму. Если вы хотите попасть в топ-100, это уже где-то от $1000. Мгм. Так, Если топ-50, это уже 2. а вот ты, получается, больше двух, да, вложил в проект? Я вложил, да, именно конкретно в этот аккаунт больше двух, где-то в районе даже 2500. И у тебя сейчас примерно какой выхлоп Сейчас идет?
примерно я уже заработал с этого в районе $1000. Не надо Мгм. забывать то, что здесь есть ежедневный майнинг. Мне падает примерно в день по $10. Мгм. Мне Это также... просто, сейчас, да, я объясню. Майнинг Camp, друзья, есть два вида здесь. Это пассивный доход. Это чем больше у вас хэш-пауэра, тем, соответственно, вам больше сыпет токена Эра. Здесь хэш-пауэр 28460, то есть сотка это за 0,18 токена. Чем больше, это просто пассив. Дальше идет основной заработок, это уже за топ-места. То есть в день можно фармить токен год, это раз. Плюс еженедельный, да, там есть, по-моему, бонус идет. Еженедельные, Да, ежемесячные. да, еще Мгм. есть винстрики, Ну, тоже это неплохо такое. зарабатывает. И Мгм. еще есть тоже вид заработка, это прохождение экспедиции. За Мгм. экспедицию, то есть у меня сейчас там 7-8 уровень экспедиции, там очень сложно, но очень неплохо так готов там падает. Мгм. Так, А, смотри, мы там, получается, перешли. 300 баксов, ты говорил, стоит колода. Это такая бюджетная колода, чтобы вы понимали, которая позволяет вам зайти примерно в топ-200. То есть выше с ней не получится зайти, потому что вас будут просто перебивать игроки, которые вкинули больше, у которых карт там больше лек, они более прокачаны и так далее. Здесь такая колода, ты говорил, что она зарабатывает 10 баксов в день. И окупаемость получается приблизительно месяц. Это нужно понимать, что вы должны заходить, естественно, примерно в топ-200. Потому что если вы купите колоду за 300 баксов и будете где-то играть в хвосте, у вас маленький скилл, естественно, цифры будут другие. Это нужно понимать. Давай. Примерно, да, какая колода? Что нужно собирать? На что нужно смотреть? все верно. Тут очень важно обратить именно на связку. То есть сейчас на данный момент в Эре есть 6-7 играбельных связок. И их Мгм. нужно знать и лучше их именно собирать. То есть есть совершенно неиграбельные связки, например, Мистерио плюс Инферно. Мистерио это больше такая лайтовая колода, которая в конце убивает, а Инферно это, то есть, агро-колода. И они вместе, ну, не очень играют, как бы. Мгм. Основные связки это идут, конечно, сейчас с Зеном, потому что Зен считается самый такой дисбалансный класс. То есть Зен с топором, Зен с мечом или э, Зен с Инферно, как бы. Тут Ну, это на такой уже ваш больше выбор, да. углубляться, да, Да, в да, сам игровой да. Зен процесс. Мистерио тоже А стоит, хорошо играет. стоит ли, вот, Ага. допустим, брать просто карточки обычные, да, вот Battle Cards, и есть мастер-карты, это герои. Надо ли брать вообще какого-то коммоновскую, чтобы больше было хп, или можно обойтись одними батл-картами? То есть, как ты Я видишь думаю, то, ситуацию? что сейчас, если у вас бюджет в районе $300, вам Мгм. стоит все-таки взять мастер-карту, она вам прибавит ХП, то есть это Мгм. будет огромный плюс, и она не очень дорогая. Ну, Только вы сейчас, сначала да, сейчас они как бы должны дешевые. определиться именно с классом, каким классом вы будете играть. Так, ну ты, получается, смотри, вот колоды, вот обычному игроку будет тяжело разобраться объективно, что рулит, что не рулит. А у тебя есть, получается, свой YouTube канал, есть свой Telegram канал. Да, Ссылочки, да, я оставлю, получается, под видео обязательно. И там у тебя всякие можно советы взять, либо уже есть готовые архетипы, правильно? Да, там есть и Мгм. готовые архетипы. Также мне в личные сообщения пишут очень много народу. Я стараюсь всем помочь, всем собрать колоду, которую они хотят, и помочь со сборкой, что им не хватает. Как бы обращайтесь, буду рад Да. общению. Ссылки, получается, смотрите, я скину, кому будет интересно, потому что, ну, можно посмотреть примерно, вот поставь батл-карты, но тут одна большая проблема. Вот сейчас, вот я, получается, перед видео спросил, знаете, как есть там в ХС, в Рунетере, там в других карточных играх, это просто когда ты собираешь колоду готовую, и ты нажимаешь копировать ее, как бы там, как он называется, ее, короче, код копируешь, и потом любой игрок может себе собрать такую же колоду. А в Эре, к сожалению, такой функции нет, поэтому как бы просто покажем, что сейчас карты за счет того, что медвежка проседают на самом деле. То есть это нужно понимать. Но разработчики двигаются в правильном направлении, они добавили опять новые способы дополнительно сжигания карт. То есть раньше была легендарка, любая карта была максимально 4 грейда, сегодня анонсировали, что будет выше. Соответственно, карты уже Санта сказал, что подорожали. То есть они были до этого немножко дешевле, правильно?
Да, карты сегодня тоже чуть-чуть подорожали. Мгм. И, ну, подорожали именно те играбельные карты. Нужно Не, понимать, то, что ну есть да, да, да. играбельные, есть вообще неиграбельные карты. Ну, связки, да, это тоже как бы... Да, то То есть вот это есть... все неиграбельное, правильно? Сейчас что скинули Вот мне это, здесь. это не играбельно, то есть это инферно, которое за 8, но это инферно до А, 8 хода оно не доходит. а Если вот эта дошло, оно гора, что, проиграл. слабая? Я Да, помню... эта гора это тоже не играбельная карта. Вот играбельная карта, но я не знаю, она дешевая достаточно. Вот довольно играбельная карта. Но нужно понимать то, что Ну, одну карту ты не если... выиграешь, это нужно понимать. Нужно Да. составить именно архетип. То есть, получается, смотри, ты сейчас находишься в топ-12, а у тебя остальные аккаунты, у тебя еще один аккаунт твой, а какое у него место? У него было, ну, у него там 70-е какое-то, что-то такое. Мгм. Топ-70. И ты, получается, везде Ага. вкидывал около 1500-2000, да, примерно, долларов? Во второй аккаунт я тоже вложил чуть больше $2000, но там не совсем она играбельная колода получилась. Э, Я собрал ее как я хочу, но в итоге получилось, ну, не очень Ну, дека. короче, идея была интересная, а по факту, да, Да, идея получилось... была интересная, но эта идея не зашла, как бы. Мгм. И у тебя, получается, с первой команды ты 2000 вкинул, и у тебя сейчас за месяц, ты говорил, примерно $1000. Это идет из майнинг кэмпа, из топ-ладдера, правильно, приблизительно будет? Да, все правильно понимаешь, но тут нужно тоже понимать то, что самый большой заработок, он идет в месячном ранге. И как бы Не, ну если майнинг кэмп месячный... это просто пассив, да, это нужно понимать, что Да, цифры там не такие большие. Ну, мы с тобой как позиционируем как топ игрока, поэтому и рассматриваем именно такой вариант. Второй вариант это там за $300, это уже бюджетный, топ там 200, чуть выше. Перспективы ты видишь, да, большие в проекте, потому что когда я снимал первое видео по Эре, по-моему, оно было 2 месяца назад, и, соответственно, заработки здесь на медвежке чуть просели, но все равно они довольно-таки еще вкусные, тем более $10 в день, если бюджет 300, вполне считаю неплохо. Тем более это нужно понимать один аккаунт. По времени сколько примерно выходит один аккаунт, если так отбивать полностью? По времени примерно один аккаунт отбивать выходит чуть больше месяца. Все Не-не-не, я зависит. говорю в день, я помню, что... В день сколько отыгрывать? У меня уходит, ну, максимум час. Это с Мгм, учетом того, что у меня все бои долгие обычно. Люди у меня очень долго думают, я сам долго думаю. мгм, Ну, максимум час в день. Ну, думаю, на меньших рангах выйдет даже полчаса. Это мгм, только ранговые бои, и 10 минут выйдет в день экспедиция. мгм. Все, по сути, больше вам не нужно ничего Ну, делать. это получается быстрее, чем в Аксях. В Аксях там, по-моему, в районе 2 часов надо было Мгм. отбивать. Это, конечно, было довольно-таки долго. Но тут еще, конечно, есть такой полупассив в виде майнинг-кемпа. Но, как я уже говорил, это все-таки только дополнительный заработок. Основной это надо играть. Поэтому, кому интересен вообще сам проект, то есть он уже довольно-таки долго в поле нашего зрения, это раз. Тем более сейчас топ-игрок подсказал вам по цифрам, потому что я в топ не заходил, и цифр у меня, соответственно, таких не было. Дальше ссылочки на Санту оставим, там можно будет с ним пообщаться. Есть у него тоже YouTube канал, он пока посвящен Эре, но там дальше будут выходить другие крипто-игры, которые будут на горизонте. Есть какие-то, кстати, которые у тебя в перспективе еще? В перспективе у меня пока что только зомби. Я видел у тебя на канале вроде обзор по этим зомби. Зомби-ленд? Да, Ну, они там которые еще, с походу, зомбаков, где да. мятеж. Купил там Да, земли, я кстати. прикупил там земли, я пока что их меньше, но игра не вышла, даже без понятия, как оно все будет. Ну, Но кстати, в дальнейшем хочу земли там, кстати, поиграть. подорожали уже. То есть я там минтил Да? дешевле. Да, там они чуть Ну, подорожали. Ну, здорово. ну уже есть иксы небольшие. Ну, там по-моему, что-то, если там 8 нир, по-моему, стоил, это большая земля. Мгм. Сейчас, по-моему, 1 стоит. Ну, плюс 3 нира, как бы, с одной земли. Ну, Если... тоже, да, неплохо. Ну, на текущем рынке любые иксы прикольно. Кстати, друзья, заметьте, сейчас медвежка идет, и тут заработки даже $10 в день, я считаю, вполне круто. Но Поэтому... еще не только тут заработок, тут еще самый интересный процесс. Вот, допустим, у меня бывают такие моменты, где я вроде уже и хорошо в эту игру разбираюсь, посвящаю ей много времени, но у меня бывают такие моменты, где я просто все время выжимаю, прям думаю до последней секунды и делаю ход, то есть как в Хардстоуне, помните, до фатига просто люди думали. То есть, Это самое плохое, я помню, было. Когда до да. фатига думаешь, блин, что он там думает? У него одна мана и карт нет вроде.
Да, я вот считаю то, что время всяких фармилок уже постепенно подходит к концу, где ты просто заходишь в игру и нажимаешь на кнопку, и там получаешь какой-то токен. Сейчас игры, то есть R7 на данный момент лично для меня самая интересная игра. Да, Поэтому я в да. нее так и углубился. Она А по боевке остальные игры... интересная, это Да, да, спору да. нет. Без доната, конечно, сейчас стало играть откровенно почти нереально. То есть, когда еще первое видео выходило, не столько людей заходило раз, которые донатили. Многие играли тоже на фри-то-плей, были небольшие заработки тут. Сейчас без доната, понятно, что это будут копейки. Нужно это понимать, потому что любые карты, которые не базовые, они сильнее, чем... Точнее, любые NFT-карты, они сильнее, чем базовые. То есть это нужно Конечно, понимать. конечно. Даже если учесть, что в базовых картах добавили механику апгрейда, то есть ее до этого еще не было, сейчас добавили не так давно, но как бы это все Но небо и они все земля. равно очень-очень слабые, Да. базовые карты. Ну, кстати, В там, топ-200, наверное, никто и базовую карту ни одну не использует. ну, там, кстати, есть какие-то там тоже связки, там плюс базовые по-моему, с Зеном, либо, по-моему, с Империей, то есть там какие-то тоже есть взаимодействия, потому что у них вроде как есть неплохие базовые карты, но это все равно нужно понимать, что в текущих реалиях это все слишком слабо. То есть игра развивается, если учесть, что сейчас добавят еще 5-й уровень NFT, скорее всего, потом будет, может быть, и 6-й, поэтому чем люди дольше играют, тем у них будет больше хэш-пауэра, тем больше они будут зарабатывать с майнинг кемпа, дальше какие-то гильдии еще добавляться будут, если тем более Да, еще... гильдии совсем Мгм. скоро уже, да. Еще вот хочу сказать по поводу вот этого 5-го уровня. Сейчас на одну карту 5-го уровня, получается, нужно будет сжечь 16 NFT. А Мгм. если просто посмотрите на Marketplace, тут уже 5-й, 4-й, 4-й призыв. И делать этот призыв всё становится дороже, и Да, люди как кстати, бы это уже надо понимать. перестают. Да, у меня Да, тоже, то у есть меня тоже карта четвертый призыв, а дальше уже ресетать ее дорого. То есть Да, невыгодно да, да. ресетить И, ее. соответственно, они будут увеличивать сжигание NFT-шек, а NFT-шки-то будут становиться все меньше и меньше, люди начнут призывать, ну, потому что, ну, что Их это неоткуда такое? будет брать. Да, их будет Да, не. да, Сейчас еще, да, то кстати, есть, еще боксы остались, но их тоже не так много. То есть разработчики на турнирах будут давать боксы. Это раз. Плюс, мгм. ну, может быть, они добавят потом еще, когда уже все nft тут прогорят, может быть, какой-то тираж они выпустят. Потому что были лайт-боксы, были, по-моему, дарк, да, какие-то боксы были, там, темные. Короче, 3 вида боксов, насколько я помню, было всего до этого. Да, да. Может быть, в дальнейшем тоже. Плюс не стоит забывать, может быть, какие-то будут добавляться новые карты, новая фракция. Ну, это, не знаю, будет, не будет, это уже дело, да, третье. Ну да, это. Потому Да, что, то есть NFT-шек будет постепенно призываться все меньше и меньше, а сжигаться их будет, думаю, все больше и больше. Думаю, цена NFT-шек пойдет в рост. Мне вот еще это хотел сказать. И тут еще есть система DAO, тоже очень ну, такая. кстати, это э, крутая, да. Да, то есть люди сами управляют игрой, за что хотят, они то и голосуют, что хотят пофиксить, что хотят добавить. Как бы вот здесь вот все Ну, это это, кстати, я вот собирается. не один раз говорил, что в Эре это одна из самых лучших систем DAO, потому что тут реально игроки сами выбирают, что нерфить, что не нерфить. Понятное дело, что кто играет этими деками, не хочет этих нерфов, но Конечно, здесь конечно. уже как бы не они решают, решает комьюнити. Это плюс. Да, да, да. Ну, в То есть вот принципе, в прошлый раз было 12 карт, прибавили мощности из 30, которых выиграли на DAO, получается. мгм. И также там было какие-то карты понерфили. То есть все говорили то, что вот, допустим, анима у Зена, заклинание за 5 маны, оно слишком дисбалансное. И я смотрю на следующем DAO, сейчас я покажу, вот просто, его просто взяли и понерфили довольно солидно, как бы. Мгм. Она раньше давала там плюс 8, если я не ошибаюсь. Сейчас она дает +5, +6. Очень сильный такой нерв у нее получился. Мгм. Кстати, вот эта Да, левая карта напрягающая. Вот этот левую карту это тоже была... Да, вот этот бамбук, его тоже так понерфили. Так, а Он получается, раньше смотри. давала +3, +3, Да-да-да. -1, а сейчас он просто +1, -1 дает. Ну, как бы такой уже стал. Там же турнир, да, будет 24-й, ты будешь участвовать. Поэтому Да, кому ты будешь стримить его? я буду участвовать в этом турнире, я буду его и комментировать, и Мгм. все будет здорово. Список сегодня они
огласили список, там все топы просто есть. Просто группа смерти, как не посмотришь, во всем там. Ну вот Меня видите, вот- кому будет, кстати, интересно еще, да, кто, допустим, думает, стоит входить, не входить, просто даже можно посмотреть будет турнир, уже если зайдет игра, все-таки это интересная игра, это раз, и заработки тут это два. Давай, наверное, что-нибудь добавляю еще, что хочешь досказать, и, в принципе, будем, наверное, закругляться, что видео Всё, особо... приходите на Мгм. этот турнир, посмотрите игры самых лучших игроков, там будет весь топ-список. Думаю, может, вы что-то себе подметите, где-то Колоду. возьмете, да, где-то, может, возьмете себе колоду. Также я у себя в Телеграме постоянно в закрепе публикую все такие популярные колоды, с которыми играл на стриме. Все спрашивают, что собрать, как бы присоединяйтесь в телегу, я вам все помогу. Да, Ну, в ссылочки, общем, все. получается, да, ссылочки я обязательно оставлю на Криптосанту, в телегу раз, на YouTube два. Кому интересно, подписывайтесь, потому что начало это эра, дальше будут другие блокчейн-проекты. На этом все, друзья. Всем спасибо и удачи!